Всем привет! Вы на канале Владислав Пранкевич. В этом видео я вам хочу показать несколько способов по улучшению времени сборки кубика Рубика 3×3. Ну, обычного кубика Рубика. Вот. Ну и также эти способы могут помочь и не только в сборке 3×3, они также помогут и с остальными. Вот. Ну все, давайте начинать способы. Ну и вот. Сейчас будет первый способ из нескольких моих. Так. Ну вот, собственно. Так, ну вот эту руку не обращайте внимания. Вот. Ну, давайте начинать. Первый способ. Вот, послушайте. Вот есть люди, которые умеют собирать кубик Рубика, но для этого им нужно обычно тратить от нескольких минут до часа иногда. Да, аж до часа. Вот. Но я когда собирал, я в первый раз, когда смог его собрать сам, без помощи интернета, я его собрал за полчаса. Второй раз я это сделал уже за 10 минут, потом за 5, за 3. Ну и вот. Первый способ я вам сейчас покажу. Вот сначала только посмотрите, вот как выглядит обычная, ну, медленная, не на скорость сборка. Вот. Многие так крутят обычно его. Вот. Сейчас я покажу медленную, потом как это выглядит уже на скорость. По крайней мере, как я умею. Так, простите за посторонние звуки. У меня тут иногда сообщения приходят. В общем, вот. Собираю я потихонечку кубик. Вот, собрал я кубик Рубика, ну, просто спокойно, не быстро, достаточно медленно, вот. Достаточно много времени у меня на это нашло. Теперь сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть быстро, на скорость. Ну, по крайней мере, насколько я могу. Сейчас я его только разберу. Разбираю его как хочу, ну то есть рандомно. Вот.
Так, разбираю я потихонечку его. Вот, ну вот, допустим, вот так. В принципе, нормально. И вот сейчас я вам покажу, как выглядит уже ускоренная сборка. Ну вот, сейчас вы видели. Второй раз это было, ну, заметно быстрее. Вот. Вот. Ну вот. Теперь поговорим о самих способах ускорения. Вот. Ну вот, собственно, первый способ. Покажу я вам несколько способов. Вот. И первый из них. В общем, почему некоторые люди собирают кубики Рубика обычные, вот такие 3 на 3, простые, по часам. Вот есть такие. Ну вот. Что в таких случаях делать? Почему так происходит? Вот пример. Некоторые люди могут кубик Рубика крутить вот так, например. О. Вот. Ну, то есть делают всякие движения неудобные. Вот. Вот. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Это очень сильно мешает сборке. Чтобы это исправить, смотрите. Вот, например, беру я. Вот если я сейчас попробую вот эту правую сторону повернуть левой рукой. Ну вот, посмотрите. Ну, в принципе, вот что получается. А вот теперь смотрите правой рукой. Вот. Ну, разница очевидна. И также с левой стороной, чтобы никто не думал, что мне просто правая рука лучше левой работает. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Также, смотрите, вот нижнюю сторону. Ее можно вот так, например, просто вот так вот крутить. А можно, смотрите как. Берем вот, например, вот так 2 пальцами. И просто раз, два. Раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Кто-то умеет даже вот так. У меня это пока не особо получается. Ну вот. В общем, ребят, когда вы собираете кубик Рубика, нужно учиться делать правильные движения. Это важно. Во-первых, не вот так вот прокручивать, а стараться это делать, ну, максимально коротко, вот так пальцами. Просто раз, 2, 3, 4. А не вот так. Во-первых, больше сил уходит.
Но во-вторых, больше времени. Ну вот. Поэтому, ну еще главное следить еще надо понять, у разных людей может быть по-разному. Я не знаю точно, но, по-моему, некоторым людям иногда легче все-таки, например, правой стороной крутить вот так левую часть, чем левой рукой. Может быть, потому что левая рука у них не очень хорошо там развита. Сильно слабо развита. И вот. В общем, какой рукой вам удобнее какую сторону крутить? Вот просто покрутите вот так кубик и определите, какую сторону вам вот легче. Просто крутить. Какой рукой и как. Вот. Смотрите, я вам сейчас покажу, как крутить, как я вот кручу каждую сторону. И просто попробуйте так же сами. Верхнюю сторону. Я ее не вот так вот беру, прокручиваю. А я делаю вот так. Просто вот так двумя пальцами. Раз, два, 3, 4. Вот даже могу одним попробовать. Вот. У меня это, конечно, не очень хорошо получается, но все равно вот. Смотрите. Раз, два, 3, 4. Но это лучше, чем вот так. Во-первых, еще раз повторюсь, больше сил, а во-вторых, не так быстро. А если так просто пальцами, раз, и силы почти не тратятся. И поворот быстрее. Вот. Как правую сторону я вот, например, поворачиваю. Я беру большой палец, например. Ну вот, большой палец кладу на вот этот, ну, на нижний угол. На вот нижний левый угол правой стороны получается. Вот правая сторона, нижний угол левый. Вот он. Бело-красно-зеленый в данном случае. Я большой палец ставлю на него, и указательный ставлю на противоположный. Но только я, смотрите, как ставлю. Я ставлю на угол, большой палец на угол, который слева внизу. И при этом я ставлю не здесь, а вот здесь, на стороне, по которая ко мне повернута, на лицевой стороне получается. В данном случае красный центр, красная сторона. Вот. А второй рукой я указательным пальцем беру за противоположный угол, и при этом я кладу его не сюда, а вот сюда. То есть вот сюда. То есть я кладу на противоположную от лицевой стороны сторону. И вот так получается. И просто, смотрите. Стоит мне просто начать этот большой палец в эту сторону, а указательный в эту. И смотрите, просто сразу, моментально. Но кому-то удобнее вот так, например. Берем вот так за ребра, например, с этих противоположных друг другу сторон, и раз, два, 3, 4. Ну вот, у меня когда выходит, как я ставлю, так и кручу. Кому-то удобнее помогать еще средним пальцем, ну и так далее. Вот. Это первый способ. Удобнее крутить, то есть максимально удобно крутить, чтобы не вот так. Раз, два, 3, 4, 5. Вот. А вот просто раз, два, 3, 4, 5, 6, 7.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну вот, например. Вот, это первый способ. Так, ребят, ну вот второй способ теперь. Первый я вам объяснил. Это, то есть, надо крутить кубик максимально удобно. Определитесь вот, перед тем, как начать крутить, просто попробуйте его спокойно, медленно покрутить. Медленно, не спеша. И при этом по-разному. И вот запомните, как вам удобнее всего. Вот мне, например, нижнюю сторону, еще раз покажу, вот так вот, вообще вот так вот удобно крутить. Вот так я ставлю и вот так. Ну и остальные стороны, как мне удобно, так я и кручу. То есть, при этом я кручу просто как бы поворачиваю, шевеля пальцами, не прокручивая ни пальцами, ни кистью. Вот. Это вполне удобно и быстро получается. Второй способ. Когда собираете кубик Рубика, главное не торопиться и не нервничать. Вот некоторые люди пытаются собрать как можно быстрее, иногда даже начинают там дрожать, торопиться, нервничать. И в результате у них время даже иногда, получается, страдает. Вот. Потому что это неправильно. И сейчас я покажу вот наглядно. Вот я сейчас первый раз соберу быстро на скорость спокойно, а второй раз буду пытаться вот так вот дергаться, торопиться. Как можно быстрее, давай. Ну и вот. И вы сами сравните, как у меня получится лучше. Ну вот, погнали. Первый раз я собираю спокойно и быстро. Второй раз буду торопиться. Вот, смотрите. Ой. Так. Ну вот, сейчас я собрал достаточно спокойно и нормально. Ну, получилось, конечно, не очень быстро, но это еще связано с тем, что у меня рука не в лучшем состоянии. Так бы я собрал значительно быстрее. Теперь я вам покажу, теперь я вам покажу для сравнения. Сейчас соберу просто его. Буду просто дергаться, торопиться и все такое. Типа, давай, быстрее, что так долго, давай. Ну и вот. В некоторых случаях даже иногда бывает такое, что вот как раз из-за этих неаккуратных движений и из-за того, что торопитесь, иногда кубики вообще могут разваливаться иногда. Да, бывает и такое.
Ну вот. Еще, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу, как будет выглядеть вот просто дерганая, быстрая скорость, типа как можно быстрее давай. Вот. Так. Давай. Быстро. Давай. Главная скорость. Блин, вот. Даже вот сейчас видели сами пример. Уже первый. Иногда вот бывает и такое. Мне сейчас было не очень ловко уронить его так. Ну, ладно, ничего. Все-таки я показываю пример. Как делать, тем более неправильно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, как раз из-за вот таких вот движений иногда кубики вообще могут просто ломаться, разваливаться. Давай. Блин, что я сделал, сбился, ай. Так. Так, я опять ошибку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот, я даже немного устал, у меня и руки немного заболели. Ну, в общем, вы сами наглядно все это видели сейчас. Вывод такой, торопиться не надо, просто крутите, внимательно осматривайте, крутите. И не торопитесь, не бойтесь, и все. Делайте это максимально спокойно. И тогда у вас все получится. Время станет лучше значительно. Я сам через это перешел. Не думайте, что я все это сочиняю. Я сам с этим сталкивался. И теперь хочу вам с этим помочь, чтобы у вас таких проблем не было. Вот. Дальше. Следующий способ. Я, конечно, полноценно не смогу его показать так наглядно. Но вот некоторые люди, когда смотрят, я сейчас просто, объясню как бы. Вы должны понять. Вот некоторые люди во время сборки, то есть волнуются, потому что хотят как можно быстрее собрать. Некоторые вот не дергаются вот так, быстрее, а спокойно, быстро собирают. Но при этом они постоянно отвлекаются на время. Например, на таймер. Там, сколько прошло. И вот, это тоже. Вот сами попробуйте. Вот попробуйте собрать, включить таймер и просто положить его, например, за спину и собирать, как можете, быстро. Вот. А потом и при этом не подглядывать на таймер. И вот, потом второй раз постоянно подглядывайте на таймер и также собирайте. Вот увидите сразу разницу во времени. Так что вот, попробуйте. И вот, сами поймете, что на время отвлекаться это только мешать будет. Вот. На время отвлекаться не надо. Ну и еще. Также. Вот еще одно из правил. Вот смотрите. Вот, например, люди могут правильно делать движение. То есть они не вот так вот крутят. А вот, как правильно. То есть меньше энергии и большая скорость. Но при этом, вот кто не знает, вот если у вас некачественный кубик Рубика, то советую приобрести качественный.
Я также покажу в конце видео. Вот, то есть вам порекомендую, где можно купить качественные головоломки. Вот. Это, конечно, не очень качественное, но все равно. Это одна из моих, уже древних, это одна из моих самых старых кубиков Рубика. Головоломок, точнее. Именно головоломок. Не только кубиков Рубика. Вот. В общем, есть еще такая штука, кто не знает. Углорез. Смотрите, вот, например, я сейчас вот могу вот так вот докрутить грань и дальше крутить. Все проворачивается. А вот можно еще вот так, смотрите. Вот я, например, вот, видно, не довернул сторону, но при этом, вот смотрите, вот не довернул немножко там, и смотрите. Сейчас, еще раз покажу. Вот, смотрите. Вот. Сейчас видели, собственно, да? Смотрите, вот близко покажу. Так. О. Не довернул, поворачиваю следующую. Она сама автоматически доворачивается. Это тоже надо усвоить. Вот смотрите, я сейчас даже еще покажу. Смотрите, это еще можно использовать вот так. Смотрите, вот, например, я вот не докрутил, например, кручу вот эту сторону, вот смотрите. Например, мне надо сделать вот так, раз и два. Вот я их могу вот так крутить, а могу вот так, смотрите. Я беру, поднимаю, и смотрите, как только поднял, я даже не доворачиваю, уже вот так начинаю этими же двумя пальцами делать вот так вот, все, следующий поворот. То есть я, получается, можно сказать, почти одновременно делаю два поворота. Вот смотрите. Так, не получилось. Вот. Примерно поняли. Как я уже понимаю. Вы должны уже понять это. И вот. Также, еще. Это уже не совсем метод, это уже просто вам подсказка. Вот, когда вы собираете кубик Рубика, просто не думайте о том, что если он сильно разобран, будет дольше собираться. Это почти, это вообще практически не обязательно, как он разобран. Вот, например, вот даже если я вот сейчас его, например, вот так вот разберу, вот так, то я его буду собирать, например, какое-то определенное время. Вот, например, вот так, если он будет разобран. Вот. По-другому уже разобран, но при этом собирать я его буду уже, точно такое же примерно время. Вот. И дальше, смотрите. Так. Что еще вам сказать? Так, вот что-то хотел сказать и забыл. Так, ну-ка. Так, это я вам уже показал. Так. В общем, в принципе, вот, я думаю, вы уже поняли мои методы. Вот. Попробуйте эти методы. Вот.
Еще раз быстренько повторюсь их. Первый метод. Крутите не вот как не как-то, как вот пытаетесь, как можете абсолютно, а крутите максимально удобно. Тогда время значительно ускорится, уменьшится. То есть вы будете собирать быстрее. Второе. Не торопитесь, не нервничайте. Собирайте как можно спокойнее. Можно вот так вот. А можно вот так. И вот так вот у вас получится значительно быстрее, если вы будете спокойны и не торопясь. Вот. Так. Следующее. Ну, усвойте такую вещь, как углорез. То есть собирайте и запомните, что не обязательно доворачивать. Вот попробуйте. Посмотрите, насколько у вас это работает. И запомните это, когда будете собирать. Все, будете знать примерно. И с помощью этого ориентироваться. Вы можете сделать уже следующие движения. Также, когда вы делаете вот какие-то движения, которые вот, например, поднял одну сторону и за ней на той же стороне нужно вот, например, собрать дальше, то есть повернуть еще одну сторону. Вы это делаете не вот так, например, а можете вот так просто начать поднимать, например, вот, и сразу, когда уже поднимаете, сразу уже начинать в пути поворачивать ее, то есть вот. Начинаем в сторону поворачивать. И когда мы докрутим до точки, где вот этот вот углорез у вас, все, у вас сразу она автоматически дальше повернется. Вот. В принципе, я думаю, вы после этого видео научитесь его собирать все-таки быстрее. Ну и вот. Это мои способы. Я сам с ними сталкивался, сам их прошел. Вот. И теперь вам показываю их. Ну вот. Кому, собственно, понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях ответы. Ну и еще, если что, пишите еще, какие вы знаете способы ускорения, которые я не назвал. Может быть, я даже у вас возьму пример и сам ускорю свою же сборку. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, если понравилось. С вами был Владислав Пранкевич. Всем удачи и всем пока. Ну и также рекомендую, в общем, вам магазин CCC Store. Это магазин головоломок. Здесь можно приобрести очень качественные головоломки по достаточно низкой цене. Головоломки абсолютно разного типа и разных размеров. Кубики Рубика от 2х2 до 19х19. Можно также еще всякие призмы, пирамидки. Кубики Рубика вроде 2х2х3 или еще что-нибудь такое. В общем, абсолютно разные головоломки. Также можно еще и не только механические. Можно всякие металлические, всякие головоломки, лабиринты и все прочее. Вот. Просто какие головоломки вам захочется, можете вот здесь поискать. Магазин CCC Store. Вот. Плюс смазка там. За каждый один кубик механический и другую головоломку определенная смазка. За обычный кубик Рубика смазка 90 рублей. Вот, если хотите, можете доплатить, и вам его смажут, он еще лучше будет крутиться. Ну и если вам жалко деньги, можете не переплачивать. Вот. Вот, CCC Store, магазин.
Ссылка на него будет в описании. Всем удачи, всем пока.